пожаловать в швейное приключение! Ого, и друзья! Сегодня будем шить симпатичненькую шторку на стеклянную дверь шкафа с миленьким ботаническим принтом. Подпишитесь на мой канал и погнали! Для проекта нам понадобится тонкий хлопок, желательно однотонный, если вы собираетесь сделать принт, плотный фоамиран и текстильная краска. Также вы можете использовать художественный акрил. Измеряем величину стекол, добавляем по 5 см к каждому краю. Аккуратно вырезаю 4 шторки из ткани. Буду шить отдельную шторку для каждого стекла, так шторы не будут провисать посередине и плотнее прилегать. 1, 2, 3, 4. Отмеряем по 2 см с каждого края. Проводим линию подгиба. Аккуратно со всех сторон подворачиваем и заутюживаем край. Сначала это делаем один раз. Заутюживать можно и простым утюгом, просто мой сломался. Затем подворачиваем край второй раз. Проделываем эту операцию со всеми 4 краями. У нас получился не очень красивый жирненький угол. Берем текстильный маркер и будем исправлять это безобразие. Находим точки соприкосновения на нижнем и верхнем подгибах. Важно не торопиться, чтобы угол нашей занавески вышел бы ровный и красивый. Разворачиваем угол, оставляем подгиб в одно сложение, переносим точки соприкосновения на внутреннюю сторону. Проводим прямую из одной точки в другую. Выворачиваем угол на лицевую сторону. Внимательно следим, чтобы две прямые совпали с друг другом. Прошиваем угол по намеченной линии. Важно строчить строго по наметке, иначе угол выйдет кривой. Обрезаем ниточки и уже никому не нужный хвостик. До шва оставляем приблизительно 5 мм. Возвращаем угол назад. При необходимости можно помочь себе ножницами или же деревянной палочкой. Вот такой красивый ровный угол у нас получился. Нам всего лишь остается прострочить занавеску по краям подгиба. Ура! Мы почти сделали это. Остается лишь не скривить шов, а то нет ничего противнее, чем распарывать строчку, не правда ли? Ну, вроде бы пронесло. Строчка получилась прямая. Угол аккуратненький, можно заслуженно собой гордиться. Эту победу отпразднуем небольшим чаепитием. Продолжим. Для принта нам понадобится навехонькая занавеска, фоамиран, дизайн для принта и текстильная краска. Вырезаем наш будущий штамп. Я пользуюсь вот такой штуковиной, но прекрасно подойдет и макетный нож.
Вот что у нас получилось. Я вырезала 3 веточки из фоамирана. Нам понадобится клей момент и основа для штампа. Аккуратно, не спеша наклеиваю одну деталь штампа на другую. Между собой соединяем все 3 заготовки из фоамирана. Таким образом штамп получится более объемный и основа не будет пачкать текстиль. Вот что в итоге у нас получилось. Заготовку для штампа наклеиваем на основу. Клей момент хорош тем, что позволяет какое-то время смещать детали и подгонять их одну под другую. Вот что у нас получилось. Впоследствии я немного обрезала основу, чтобы мне лучше понимать, куда я ставлю принт. В процессе работы выяснилось, что лучше не макать штамп в краску, а наносить краску на штамп с помощью губки. Так принт получается аккуратнее, а руки меньше пачкаются, что немаловажно. Вот такой ботанический принт у нас получился. Он замечательно смотрится и прекрасно подходит к интерьеру моей студии. Можно обоснованно собой гордиться. Надеюсь, вы получили удовольствие от нашего швейного приключения. Подписывайтесь на мой канал и вперед к новым свершениям! До новых встреч!